Загадка Дикий Запад и молоко. Что придумал бизнесмен, как перевозить молоко? В 1870 году в Соединенных Штатах Америки было открыто первое регулярное железнодорожное сообщение между Атлантическим и Тихоокеанским побережьями страны. Планы по строительству железной дороги, которая соединит Атлантическое и Тихоокеанское побережье североамериканского континента, начались в 1840-х годах, когда в 1845 году была принята первая резолюция в поддержку пока еще не определенного маршрута, проходящего через Конгресс. Южные штаты решили воплотить эту первоначальную идею в жизнь. Многие из политиков согласились с важностью трансконтинентального маршрута, особенно с открытием золота в Калифорнии в 1849 году. В конце концов, единственный путь, чтобы добраться до Калифорнии с востока, нужно было совершить шестимесячное путешествие на корабле вокруг Южной Америки или более короткое, но гораздо более опасное путешествие по суше на лошади или повозке. Но на протяжении 1850-х годов любые попытки предложить финансирование для проекта были заблокированы из-за того, что Южные Штаты настаивали на том, чтобы маршрут проходил через штаты с рабовладельцами. В 1860 году молодой инженер-железнодорожник Теодор Джудо предложил маршрут через горы Сьерра-Невада, который соединит золотые рудники Калифорнии, серебряные рудники Невады, поселенцев на территории Орегона и Мормонов в большом бассейне с остальными землями страны. 2 года спустя, когда Южные Штаты отделились и больше не блокировали северный маршрут, предложение стало реальностью, когда президент Авраам Линкольн подписал закон о Тихоокеанских железных дорогах. Строительный закон о Тихоокеанских железных дорогах разрешил 2 компаниям построить железную дорогу, а также предоставил финансирование и землю вдоль маршрута за каждую построенную милю. Компания Union Pacific Railroad начинала строительство железной дороги в Омахе, штат Небраска, и работала в направлении запада, в то время как компания Central Pacific Railroad начинала работы в Сакраменто, штат Калифорния, и вела строительство дороги на восток. Хотя компания Union Pacific не начала строительство в полном объеме до конца гражданской войны, 1865 года, они вели работы по равнинной местности, и в какой-то момент прокладывая 8 миль пути за один день. Их рабочая сила состояла в основном из ирландских рабочих и ветеранов гражданской войны. Наибольшую опасность для рабочих представляла постоянная угроза нападений со стороны индейцев равнин или их товарищей по работе. По мере продвижения по равнине у рельсовых путей возникали временные лагеря. Жизнь в этих лагерях была жестокой и опасной. Между тем, центральная часть Тихого океана должна была пересечь горы Сьерра-Невада. Для совершения этого подвига потребовались тысячи китайских рабочих, которые использовали ручные инструменты и взрывчатые вещества, и временами могли построить не более полуметра туннеля за день. Компания Central Pacific со стороны Тихого океана прорвалась через Сьерры летом 1867 года, и хотя компания Union Pacific проложила в 4 раза больше путей, Central Pacific начала стремительное движение на восток страны. Обе компании нацелились прямо на Огден на территории Юты, которую они видели в будущем как перекресток для Запада. К 1869 году 2 компании находились на расстоянии нескольких миль друг от друга и договорились соединить свои рельсы на вершине промонтория. Это событие произошло 10 мая 1869 года. Завершение строительства трансконтинентальной железной дороги имело большое значение. На ранее изолированный Запад теперь можно было добраться на поезде. Вместо поездки, которая раньше стоила более $1000 и занимала 6 месяцев, пассажиры могли добраться до Сан-Франциско из Нью-Йорка за 5 дней по цене $150. Завершение строительства железной дороги также стало символическим объединением для страны после гражданской войны. Один предприимчивый человек решил, что можно неплохо заработать, занимаясь перевозками через весь континент молока. Нужно было только придумать, каким образом переправить молоко из Нью-Йорка в Калифорнию, не прибегая к его замораживанию, а также не разливая по консервным банкам или бутылкам. Проведя в размышлениях много времени, парень наконец сообразил, как решить эту проблему. Что придумал бизнесмен, как перевозить молоко?
Ответ на загадку. Бизнесмен перевозил коров.